Зеленский в Эстонии заговорил о мире и объяснил, почему боится его больше, чем войны. Венгрия сняла вето, но теперь в очередь за требованиями к Украине встала Болгария. Венс дал интервью Fox News и между строк сказал кое-что важное про Иран, Израиль и американские выборы. Всем привет! Сегодня без предисловий, сразу к делу. Медиашот на связи, с вами Александр. Зеленский приехал в Эстонию. Встреча с президентом Карисом, совместная пресс-конференция, красивые слова про евроинтеграцию. Все стандартно. Но в какой-то момент Зеленский сказал кое-что, что заставляет задуматься. Начнем с официальной части. Эстония – один из самых последовательных сторонников Украины в Евросоюз. Карис подтвердил: Киеву место в Европейском Союзе и НАТО. Препятствий больше нет, открывайте кластеры прямо сейчас. Место Украины в Европейском Союзе и НАТО. Обещание европейского членства не должно оставаться на бумаге. Эстония выступает за скорейшее открытие всех кластеров в переговорах между Украиной и ЕС о вступлении. Это должно произойти уже этим летом, в июне. Так что же, больше нет никаких препятствий для вступления народа Украины в Европейский Союз и НАТО. Зеленский в ответ про дедлайн. Июнь и июль – ключевые месяцы. Дипломатия должна двигаться, Россию нужно вывести на переговорный трек, давление продолжается. Июнь и июль этого года могут многое определить. Во-первых, необходим четкий дипломатический курс, чтобы у России не сложилось впечатление, что война еще может ей что-то принести. Нужно продолжать оказывать давление на российский бюджет и выводить Россию на дипломатический путь. Стандартная риторика – давить, давить, давить. Но потом журналисты задали простой вопрос: а как должно выглядеть прекращение огня? И вот тут Зеленский сказал то, что обычно не говорят вслух. Давайте представим, что завтра мы объявим о прекращении огня. Мы прекрасно понимаем, что будет делать Россия, если у нас не будет гарантов-наблюдателей. Россия будет пользоваться тем, что зона отчуждения уже не зона отчуждения, потому что есть прекращение огня. На некоторых территориях Украины это большой риск. Так, а если прекращение огня без гарантов опаснее самой войны, то зачем вообще к нему стремиться? Или это способ объяснить, почему переговоры снова зашли в тупик? Зеленский описывает сценарий четко. Перемирие объявлено, и под его прикрытием их противник спокойно занимает новые позиции. Никаких выстрелов, никаких нарушений. Просто используется пауза. Аргумент понятный, но проблема в том, что эта же логика дает бесконечный повод не садиться за стол переговоров вообще. Параллельно про дроны над Балтией. Зеленский предложил Эстонии особый формат. Не просто продажа технологий, а обмен боевым опытом противодействия беспилотникам. Мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе. Мы к этому готовы. Мы можем сделать это благодаря Fast Track. Это называется DroneZill. DroneZill – это не только о продаже или покупке чего-либо. Это о важных вещах, даже о тех, о которых мы с вами сейчас говорим. Украина, которая месяцами добивается Patriot от партнеров по Альянсу, вдруг выступает в роли учителя. Политический расчет очевиден – показать Альянсу свою ценность. Мы не просто берем помощь, мы ее даем. В финале про формат мирных переговоров. Зеленский назвал идеальный состав: Украина, Россия, Европа и желательно Штаты. На мой взгляд, было лучше, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров. Кто? Безусловно, Украина, Россия и, конечно, Европа. Желательно, чтобы это были Европа и Соединенные Штаты Америки. Почему Европа? Потому что мы в Европе. Это ответ. На самом деле визит в Таллин – это очередной раунд дипломатического турне. Союзники подтверждают поддержку, Зеленский формулирует условия мира, которые пока никого не устраивают. Июнь и июль – дедлайн. Посмотрим, что за ним последует. Венгрия только что сняла вето, и уже появился следующий в очереди – Болгария. И у нее тоже есть условия. По данным украинских СМИ, со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза, София хочет обеспечить образовательные права для болгарского меньшинства на Украине. Мотивация простая и понятная. Болгары за рубежом исторически говорят по-русски, и Болгария хочет изменить эту картину в пользу родного языка. Формально вполне законное требование. Право на образование на родном языке – это базовый европейский стандарт. Именно этого добивалась и Венгрия. И именно это Киев годами игнорировал, последовательно ограничивая права нацменьшинств под предлогом укрепления национальной идентичности. Но если Украина годами отказывала в этих правах, почему она должна их предоставить именно сейчас? Потому что Зеленскому очень нужно в Евросоюз.
Смотрите на логику происходящего. Венгрия держала вето 17 месяцев. Новый премьер Мадьяр снял его, но в обмен на обязательства по правам венгерского меньшинства. Теперь Болгария видит эту схему и делает то же самое. Завтра может появиться Румыния с правами румынского меньшинства в Черновицкой области. Послезавтра кто-то еще. По сути, евроинтеграция Украины превращается в аукцион. Каждая страна с меньшинством на украинской территории получила рычаг давления. И чем ближе Киев к членству в Евросоюзе, тем дороже обходится каждый следующий шаг. Показательно, что именно языковые права стали главным камнем преткновения. Закон об образовании 2017 года фактически вытеснил языки меньшинств из украинских школ. Венгры, болгары, румыны – все получили удар по одному и тому же месту. Киев тогда объяснял это необходимостью укрепления государственного языка. Теперь за это решение приходится платить политическую цену, причем каждой стране отдельно. Параллельно Кипр, председательствующий в Совете Евросоюза, уже начал подготовку к первому кластеру переговоров с Украиной. Молдова тоже в процессе. Механизм запущен. Но сколько еще условий появится по дороге – большой вопрос. На самом деле история с Болгарией – это не про болгар на Украине, это про то, как работает европейская политика. Каждый тянет одеяло на себя. И Киев, который так долго игнорировал права меньшинств, теперь платит за это по счетам один за другим. Джей Ди Венс дал интервью. 3 темы: Иран, выборы в Калифорнии и промежуточные выборы. Разберем по порядку. Первое. Иран. Венс признал то, о чем в Вашингтоне обычно говорят осторожно. Интересы Соединенных Штатов и Израиля по иранскому вопросу не всегда совпадают. Израиль хочет одного, Вашингтон другого. Но курс определяет президент, и он уже его обозначил. Ну, послушайте, я думаю, что у нас с израильтянами, или, простите, у израильтян много общих интересов, но есть и ситуации, в которых наши интересы расходятся. И, по-моему, президент ясно дал понять, что, хотя у Израиля, безусловно, есть свои цели, главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Формулировка аккуратная, но смысл четкий. Штаты не собираются воевать за израильские цели, только за свои. И главное из них – никакого ядерного оружия у Тегерана. Все остальное – переговоры. При этом Венс дал понять – повторения соглашения эпохи Обамы не будет. Тогда доверие на слово. Теперь тотальная верификация каждого шага. Мы будем стремиться выполнить задачу, поставленную президентом, но при этом в долгосрочной перспективе будем следить за тем, чтобы иранцы выполняли свою часть сделки. И это непростая задача, но президент дал нам все возможности для ее решения. Если Иран понимает, что каждый его шаг будет проверяться, зачем вообще подписывать сделку, которую невозможно обойти? Второе. Калифорния. Венс усомнился в честности подсчета голосов. Его аргумент – почтовые бюллетени раз за разом выбивают республиканцев, а местный закон позволяет регистрироваться для голосования по членской карте фитнес-клуба. Мне это кажется довольно подозрительным, особенно если учесть, что в Калифорнии запрещено спрашивать у избирателей удостоверение личности перед голосованием. И мы только что узнали от прокурора США, что для регистрации на выборах можно использовать членскую карту спортзала. Разве это не смешно? Но именно поэтому эти выборы не имеют должной легитимности. Если вы готовы выдать карту любому, кто готов платить $10 в месяц за абонемент в спортзал, то вы не можете быть уверены, что этот человек имеет право голосовать. Аргумент звучит убедительно для республиканской аудитории, но стоит отметить, конкретных доказательств массовых нарушений Венс не привел. Это скорее политическое позиционирование перед промежуточными выборами, чем юридическое обвинение. Третье. Промежуточные выборы. Венс оценил шансы демократов скептически и дал им бесплатный совет. Мой бесплатный политический совет демократам очень прост. Просто выдвигайте нормальных людей. Не делайте ставку на мужчин, выступающих в женских видах спорта. Не делайте ставку на то, чтобы нелегальные иммигранты наводнили нашу страну. Жестко, иронично и абсолютно в стиле Венса. Республиканцы, по его словам, в сильной позиции, обещания выполнены, оппоненты в кризисе кандидатов. На самом деле это интервью – классический предвыборный разогрев. Иран – для тех, кто следит за внешней политикой. Калифорния – для тех, кто не верит демократам. Совет демократам для всех остальных. Каждый найдет свое. Зеленский в Таллине объяснил, почему боится мира больше, чем войны, и невольно дал всем повод задуматься, а хочет ли он этого мира вообще. Болгария встала в очередь за Венгрией, и путь Украины в Евросоюз превращается в бесконечный аукцион уступок. Венс на интервью разложил по полочкам иранскую сделку, калифорнийские выборы и будущее демократов, коротко, жестко, без лишних слов. Зачем следим дальше? За июнем.
Зеленский сам назвал дедлайн. Если к концу месяца не будет движения ни по дипломатии, ни по кластерам Евросоюза, все красивые слова из Сталина останутся просто словами. Пишите в комментариях, как думаете, Украина реально хочет мира или выгоднее продолжать? Читаю все. Лайк, если было полезно. Подписка, если еще не с нами. Я Александр, увидимся в следующем выпуске. Пока.